Привет всем, меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим о четырехзвездочной гостинице под названием Panorama Bulgala Resort Hurghada. Досмотрев это видео до конца, вы поймете, стоит ли заказывать данный отель, ведясь на многочисленные предложения разных туристических операторов, и соответствует ли данный отель заявленным 4 звездам. А также поймете, в чем отличие Panorama Bulgala Resort Elguna и Panorama Bulgala Resort Aquapark Hurghada. Итак, поехали. Отель Panorama Bulgala Resort находится на расстоянии 22 километра от международного аэропорта города Хургада и всего в 10 километрах от египетской Венеции, поселка Эльгуна. При бронировании этой гостиницы нужно учитывать, что в поселке Эльгуна находится еще один отель Panorama Bulgala Resort, но к его названию почти всегда добавлено Эльгуна. К нашей гостинице иногда представляют добавку Aquapark Hurghada, и полное название звучит как Panorama Bulgala Resort Aquapark Hurghada. Отель Panorama Bulgala Resort начал принимать своих гостей в 2007 году. Реновация происходит почти каждый год, и при бронировании лучше уточнить, в какой стадии находятся ремонтные работы как в самом отеле, так и в его округе. Общая площадь территории составляет 22 тысячи квадратных метров. Отель состоит из главного пятиэтажного здания, 2 трехэтажных корпусов и комплекса бунгало. Всего в отеле 464 номера, 277 стандартных номеров, 103 Deluxe, 30 семейных номеров и 24 бунгало. В главном здании есть 2 лифта. При выборе номера стоит знать, что с верхних этажей будет боковой или фронтальный вид на море, но при кажущемся преимуществе может слегка напрягать ветер, что в зимнее время уже можно рассматривать как недостаток. При размещении на остальных этажах вида на море возможно и не будет, но и ветра тоже. Стандартные номера от Deluxe отличаются площадью, это 28 и 30 квадратных метров. А также в Deluxe иногда присутствует ванна, в стандартных же номерах только душ. В Family Rooms, семейных номерах, площадь 42 квадратных метра, и номера состоят из 2 комнат. Бунгало имеет меньшую площадь – 25 квадратных метров. И помимо уединенности и близкой расположенности до пляжа, есть один не совсем приятный момент – это наличие комаров. Пока вам будут оформлять документы перед заселением, советую прогуляться по территории и посмотреть сами номера. К новым номерам, скорее всего, претензий не будет, а вот к старым, помимо несвежей мебели, могут добавиться проблемы со сливом и напором воды. В стандартных и Deluxe номерах одна большая king-size кровать, одна односпальная кровать и раскладной диванчик. В семейных номерах 2 комнаты, в одной из которых одна большая king-size кровать, а во второй 2 односпальные кровати. В бунгало место между 2 кроватями в полу находится своеобразное стеклянное окно с видом на водную гладь. Из особенностей нужно знать, что при отсутствии в номере приспособлений для приготовления чая и кофе вы можете бесплатно их попросить на ресепшн, и вам принесут это бесплатно. Также при необходимости можно попросить гладильную доску и утюг, и эта опция тоже предоставляется бесплатно. Но были случаи, что из-за незнания туристов эту услугу предлагали за дополнительную оплату. На территории есть своеобразный маленький аквапарк, в котором есть 2 небольшие горки и 2 совсем маленькие горки для детей. Поэтому назвать это творение аквапарком я бы не торопился. При бронировании этой гостиницы нужно учитывать, что в этом отеле большое количество местных туристов, и это иногда сказывается на шуме, занятых полотенцах и лежаках, очередях за мороженым или в барах. Питание в отеле Panorama Bulgala Resort соответствует ожиданиям 4-звездочной гостиницы. Помимо основного ресторана есть 3 ресторана а-ля карт. Необычный монгольский, Mongolian а-ля карт ресторан, с приготовлением прямо перед вами на жаровне, Seafood а-ля карт ресторан
это ресторан морепродуктов, и Italian à la carte ресторан, ресторан итальянской кухни. А ля карт рестораны можно посетить один раз бесплатно. Заметьте, каждый ресторан. Но в случае вашего 7-дневного отдыха и по предварительной резервации. Даю еще одну подсказку. При резервировании а ля карт ресторана не поленитесь и уточните, записали ли вас на ресепшн. Бывали случаи, когда туристы жаловались, что даже после бронирования их резервации куда-то пропадали. Ну и, как понимаете, оставался неприятный осадок, когда, придя в а ля карт ресторан, вам говорили, что вашей брони нет. Из особенностей данного отеля хочу акцентировать ваше внимание на фитнес-центре. Тренажерный зал можно посещать из расчета $10 на комнату за весь период отдыха. Wi-Fi интернет на территории отеля бесплатный, но хорошее качество было у бассейнов и у ресепшн. Также из изюминок здесь имеется на пляже двухэтажное кафе. На втором этаже, помимо наличия столов для пинг-понга, есть очень симпатичные места для пляжных фотосессий, которые получаются очень удачными на фоне заходящего солнца. На этом первая часть обзора гостиницы Panorama Bungalow Resort подходит к концу. Если вас интересует продолжение, пишите свои пожелания и предложения в комментариях внизу под этим видео. А также напишите, какая страна вам будет интересна, чтобы я отправился в следующее путешествие для обзора гостиниц и экскурсий. Если у вас остались любые вопросы по этой и другим гостиницам, в которых вы планируете остановиться на свой отдых, или же вас интересует продвижение вашего туристического агентства или направления в соцсетях YouTube, Instagram, Facebook по хорошим ценам, а также продвижение вашего канала YouTube в топ Google, и при этом вы хотите получить индивидуальный подход к вашим потребностям и высокий сервис, при том, что консультация бесплатна, пишите внизу под любым видео комментарии и свои вопросы. Или оставляйте запрос по электронному адресу, указанному в описании. А также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео, выходящие на нашем канале, и быть первым в курсе о происходящих изменениях в туристической отрасли и в предстоящих ваших путешествиях. Приятного просмотра! Чтобы первыми получать наши видео, подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие было удачным, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Вам не сложно, а мне приятно. Для перехода на следующее видео кликните по картинке. Нажав на картинку, вы сделаете правильный выбор. Ссылка внизу под видео.